Так, всем привет. Новая торговая сессия намечается. Посмотрим. О, блин, случайно сбил настройку. Так, какие у нас монетки сегодня есть? Точнее, не сегодня, а сейчас. Это вторая торговая сессия за день. Буду отбирать. Вот сразу мне кинулось в глаза Воксель. Воксель и бан сильно падает. Давайте их добавим себе. Воксель. Ой. На часовике растет уже довольно долго. Что здесь произошло? Сколько это было? 4%, просто рывок вверх. Я бы здесь рассматривал сделку в шорт, если цена начнет в лонг. Если цена начнет медленно опускаться, а если будет продолжать рост, то просто бы наблюдал. Так, какую еще монету я хотел себе? Давайте вот Bell и Deep. Bell и Deep добавим, посмотрим. Bell есть. И сразу же добавлю Deep и потом посмотрю. Deep. Так, Deep был сильный рост. И мы остановились на хаях. В принципе, этот рост был минут 10 плюс-минус. И мы остановились. Кстати, остановились. Я, возможно, здесь бы шортанул. Давайте быструю сделочку такую зайду. Ага, тут плечо слетело. Это что за монета была у нас? Дип. Тайгер, плечо. Я хотел здесь... Не знаю, зайти или подождать. Давайте подумаем логически. В принципе, если вот здесь продолжится движение, я бы попытался... Я хотел здесь зашортить в моменте, но сейчас смотрю, что цена не начала резко падать. Поэтому сейчас пытаюсь в голове прогнать разные сценарии и понять, какой более вероятный. Вот тут было как будто плавное движение. И вот здесь такое же. Такое чувство, что здесь могли загнать в лонг. Но также есть возможность зайти в шорт с коротким стопом. Не знаю, пусть ладно, пока понаблюдаю. Возможно, я и поспешил, когда хотел в нее зайти. Так, тут у нас наблюдаю просто. Здесь после быстрого роста начался откат. Рост был примерно 4%. Так. Воксель мы добавили. Остальные монетки особо меня пока не интересуют. По объемам, может, что тут кроме биткоэфира что-то интересное. Аниме вот сильно ходит. Давайте я его добавлю. Уже много времени сидит в топе. Возможно, кстати, сейчас я его по топу монеты добавлю. Да, вот, кстати, он топ-3. Топ-3 монетка. Уже не знаю сколько, почти неделю. С топа по росту она не вылазит. Что-то тут очень сильные движения, очень сильно налетают. Ну, не знаю, я подождал бы здесь, не вижу какой-то однозначной позиции, куда заходить. Тут мы увидели первую остановку после роста. Первое, что приходит в голову, это попытаться словить откат.
Но возможно, много людей здесь и шортят. Поэтому я здесь больше присматриваю к лонговой позиции. Не знаю, я пока наблюдал бы за монетками. В идеале хотел бы сейчас сделать одну-две профитные сделочки. Если первые две закроются в профит, то я б и на этом день бы закончил торговать, потому что сегодня я начал торговать со 121 с половиной. Сейчас у нас на балансе 125. Так что я уже сегодня в хорошем профите в процентном соотношении. И поэтому в идеале еще какая-то одна сделочка в плюс, две. И можно было бы закрыть отличный торговый день. Как же она сильно здесь летает. Хочется такие поторговать, но тут как будто бы все распилило. Вот было какие-то накопления, еще что-то просто выбило вниз, но вверх еще может сходить. Но чтобы вверх заходить вот здесь уже на хаях, не особо горю желанием. Поэтому пока посмотрим. Дальше тут случился откатик. Не понимаю, почему я постоянно зеваю, как включаю запись. Я хожу целый день просто вообще. Ноль зевков в день. Как седаю, сразу же начинается уже несколько раз. На это обратил внимание. Вот здесь, кстати, тоже я бы уже примерно 1,5% вниз. Я бы вот здесь уже тоже планганул. Посмотрим. Так. Тут там рост продолжается. Ладно, давайте посмотрю еще какие монетки. Вот хамстер у нас был. Ну, хамстер, я помню ситуацию. Это просто резкое падение, и цена дальше медленно двигается в диапазоне. Тут у нас похожая ситуация. Мне нужны монеты, которые прямо сейчас хорошо двигаются. Типа в моменте не растут или падают, или, по крайней мере, там движение в несколько процент, 2 там, в минуту. Вот это для меня идеальная монетка, на которой я бы искала ситуации. Так, смотрим. Вроде на хаях. Сколько? Но она не очень волатильная. 3% движения, вот этот рост. Так что... Кстати, глобально... Пытаюсь понять, здесь глобально заманивали в шорт или в лонг. Блин, хочется здесь зайти. Ладно. Зайду на одну сделочку. Тут-то так. Больше на то, что ставка делается на то, что все вот это накопление также были какие-то, скажем так, для меня как знаки
что можно заходить в лонг, но не было никаких резких движений вниз, чтобы собрать, скажем так, трейдеров, которые стоят в лонгах. А шортистов вот этим сквизом мы побрили. И чисто потому, что в моменте у меня сейчас хорошее соотношение, там 2 или 3 к 1, я попытался зайти. Вот примерно вот тут-то уже какие-то стопы лонгистов, как мне кажется, есть. Так что я примерно take profit поставлю вот сюда. М, 12,7 по идее стопы. Так что давайте take profit поставим туда. 917 монет. И 70, то есть примерно, давайте вот на 69. Все. Но это более длинная сделка. Я не ожидаю ее в ближайшее время, что она закроется. Так что если цена просто станет в боковик и будет очень долго стоять, то я не знаю, на этой торговой сессии показывать или результат или нет, чтобы видео не затягивать часа на 2. Посмотрим, как она себя поведет. Может, там просто закроет по убытку и все. Ой. Ой-ой-ой. Тут мне тоже нравится. Хм. Вот если начнут тут несколько красных свечей нарисуют, вкатают вот этот рост, я бы рассматривал здесь лонговать. Но мне нужно, чтобы дало возможность. То, почему я и вот здесь примерно не заходил, я не видел, чтобы давало возможность зайти в шорт. Вот тут были какие-то зачатки, но я обычно жду побольше, чтобы больше количество времени собирало трейдеров. Но в принципе на полтора движения их и побрили. Те, кто быстро заходил здесь со стандартным каким-то стопом за перехай. Так, тут у меня пока на месте все стоит. Смотрим здесь. Здесь, кстати, снова был небольшой такой распил. Выбили. Сделали мини-перемаксимум такой. И на 2% за минуту цена упала. Хм. Ну, вот здесь, кстати. Но не. Здесь, наверное, хотя, возможно, взять тут процент какое-то движение. Сейчас посмотрим еще, как цена будет двигаться. Если еще одну такую небольшую минутку зеленые дадут, я бы заходил здесь в шорт. По тому же принципу, что общая картина движения цены направлена вверх. В принципе, большинство трейдеров ищут лонговые точки входа, чтобы заходить с маленькими стопами, брать большие движения вверх. И самое важное, чтобы им эту возможность предоставляли. То, что сейчас примерно и происходит. Все, зашел. Возможно, нужно было дождаться некий откат, чтобы я прямо видел, как цена начинает разворачиваться и идти в мою сторону. Скорее всего, потому что здесь это, похоже, ошибка, что я не дождался прям остановку цены. Но в принципе, мне эта сделка нравится. Я даже здесь еще немножко добавлю себе, буквально на полтора объема, скажем так, зашел.
Если стандартный у меня стоп-лосс $1.20, тут будет $1.08. Возможно, если пойдет в мою сторону, я передвину в безубыток, либо меня сейчас закроет. Не хотелось бы, но да ладно, это такое. Процент это примерно вот в эту зону. Я смотрю, если сейчас люди лонгуют, то их закроют под 31,8. Но, как мне кажется, тут, в принципе, глобальное движение должен быть какой-то больший откат. Либо же импульсное резкое движение вверх. Так, на вот этой монетке у меня тоже висит пока убыточная позиция. Так, думаю, не дают ли здесь возможность зайти в шорт с маленьким стопом. Но, если честно, страшновато здесь шортить, такое чувство. Потому что цена двигается импульсами. Была какая-то остановка, а рост дальше продолжается. Такое чувство, что здесь особо не пошортим. Стоп, кстати, если я немножко подвину, сейчас смотрю, тут аж $3 стоп. Нет, двигать стоп не нужно. Я думал, возможно, там будет только несколько центов какой-то зазор, и я смогу дальше поставить. Но так как я здесь зашел чуть на больший объем, то и, соответственно, намного больше у меня и убыток будет расти. Тут у нас на точку входа, кстати, вот это первая и вторая сделки очень, в принципе, похожи сами на себя. То, что был рост, какая-то остановка, и я заходил в шорт. Я стараюсь, чтобы у меня таких сделок особо не было. Чтобы в плане не было сделок с аналогичными ситуациями, в то же время э, открыты обе сделки, скажем так. Чтобы если я искал даже несколько сделок с такими же ситуациями, то э, хотя бы открывать их в разное время и этим самым риски немножко уменьшить. Тут у нас небольшой профит уже был. Но тут я хотел брать более глобальное движение. А вот здесь монетка на хаях. Вот мне не нравится то, что у нас сейчас на хаях и просто остановилась. Ну, как минимум процент. Как минимум процент. Мне кажется, движение должно мы взять вниз. 75, 80 примерно вот сюда. Я не знаю, не наглеть, закрыть ли здесь. Но глобально тут можно подержать вот эту позицию. Кстати, давайте сразу я подготовлю, чтобы закрыть позицию. Выставлю 748 монет. Примерно я хотел на 75. Может импульсом забирать меня вот здесь. Блин. Ну не. Кстати, сейчас еще по идее должен быть небольшое движение. Стоп-лосс я, наверное, немножечко подвину, потому что если начнется снова большое какое-то движение вверх, то, скорее всего, тут уже прям будет полноценное движение вверх.
Забери меня, и я буду, в принципе, довольный. Тут соотношение 1 к 1 было изначально. Сейчас уже 1 к 1,5, потому что я стоп чутка передвинул поближе. Но если сейчас начнут набирать еще немножко лонгистов, скажем так, какое-то медленное движение вверх, то я бы рассматривал сделку еще тейк. Чуть дальше поставить. Но если сквизом заберет меня дальше, то будет все отлично. Не, ну сейчас если так посмотреть, шортить здесь страшновато в том плане, что цена растет, было продолжение роста, небольшой какой-то откатик и вполне возможное движение дальше вверх. Тут можно зайти в лонг с маленьким стопом. Так что логика сделки полностью сохраняется. Ну тут я же говорю, эту сделку в теории можно было бы потянуть, но, но я так делать не буду. Я буду брать, наверное, маленькую свою часть и закрываться. А Белл, кстати, он где-то в топе, вот эта монетка, или... Да, в принципе, кстати, в топ она входит по росту. Сколько она там за день? Ну, не очень прям активно, но относительно других монет в топе. Возможно, кстати, за 60 взять. Так, сейчас посмотрим. Процент это 63. Давайте поставлю вот сюда, пока немножко ниже. Так как, мне кажется, если будет движение вниз, то оно может быть быстрым. Я пытаюсь брать 1%. Возможно, закроюсь и в убыток в этой сделке, но в любом случае она мне нравится. Соотношение здесь получилось бы хорошее. И стоп-лосс я уже немножко подвинул ближе, так в принципе риски уже здесь не такие большие. Процент это 73 теперь. Немножко так корректирую, чтобы, скажем так, взять примерно 1%. О, кстати. Вот это хорошо. Сейчас для меня будет важно, как закроется еще 1 минутка или 2. Если какие-то маленькие красные, нет, все импульсные движения вниз брало меня в профит. Так, ну здесь пока я смотреть особо не буду, потому что, я же говорю, тут можно было потянуть, есть логика, чтобы цена дальше двигалась. Тут у нас стоит на точке входа, поэтому мы особо это не смотрим. Так, по скринеру, есть ли у нас какие-то новые монеты, новые ситуации. Дип продолжает падать, бит поджимается. Кстати, вот здесь также в принципе, такая более долгая, но давайте вот вместо этого бит хотел открыть. Там, мне показалось, есть возможность зайти в чуть долгую сделку, но с хорошим соотношением. Блин, вот, кстати, был вот этот сквиз. Это уже для меня как red flag, скажем, такой,
Потому что если заходили, ну, вот это все движение было, заходили в лонги, если бы их не было вот этого движения, на котором, как мне кажется, закрыли часть лонгов, то здесь бы я с большим энтузиазмом заходил бы в шорт. Но, наверное, нет. Тут, тут есть возможность у трейдеров зайти с маленьким стопом в шорт. А если есть вероятность стать с большинством, скажем так, с толпой в одну сторону, то я лучше не буду торговать, чем рискну так сделать. Тут мы стоим, тут у нас также просто было накопление, небольшой такой распил, и продолжается цена двигаться в этом диапазоне. Тут смотрим. Тут, кстати, неоднозначная ситуация. Здесь я не понимаю, куда пойдет цена. Казалось бы, общее движение направлено вверх. Скорее всего, здесь будет больше трейдеров лонговать. Но где им заходить, чтобы поставить маленькие стопы? На таких красных свечах вот здесь точно было страшно лонговать. Вот тут-то, в принципе, какой-то кто-то может начать рисовать нисходящий канал. Также неоднозначная ситуация, особо веры в лонг нету. И поэтому вроде как лонговая, в общем, лонговая монета. Но лонговых ситуаций для входа трейдеров я здесь не вижу. Поэтому, возможно, мы начнем дальше какими-то импульсами расти, я не знаю. Если не дает возможности зайти в лонг. Можно было бы сказать в чате, что вот здесь небольшие как бы такие зоны, где цена медленно движется вверх, но после вот таких резких вкатов, там где было вот такое же плавное движение вверх, люди обычно особо не лонгуют. Кстати, возможно, вот здесь на проценте какой-то можно сделочку взять. Наверное, вот здесь зайду в сделку, просто в лонг, потому что тут есть возможность. Был вот такой сетап, что постоянно какое-то накопление вверх, пробую накопление вверх, и в принципе тут могут зайти с расчетом. Давайте даже я чуть больше добавлюсь, потому что есть, скажем так, замедление цены. Тут прямо очень можно зайти с маленьким стопом. Я в теории взял бы полпроцента здесь. Так, я понимаю, сейчас нужно кнопки понажимать, скажем так, и плохо комментирую. Поэтому давайте я сейчас все сделаю и попытаюсь объяснить логику входа. Зашел я здесь на повышенный объем. Тут у меня, кстати, ближе к стопу подходит. Так, как мне кажется, в принципе, вот здесь, кстати, процент это 62 пробой. Довольно интересно. Возможно, на 62 и закроюсь. Возьму соотношение 1 к 2. Ну да, тут в принципе я довольно хорошо сделал. Хотя может не наглеть и взять полпроцента, так как я зашел на повышенный объем. И, соответственно, стоп, наверное, нужно сейчас подвинуть будет. Пока соотношение 1 к 1. Но на повышенный объем. То есть стоп 2.40 и take profit 2.40. По этой монетке меня закрыло, к сожалению. Процентное движение вверх меня закрыло. Ладно. Ну, я здесь и не рассчитывал на какую-то быструю, хорошую сделку. Тут заходил больше из-за соотношения и глобально
картины, что в принципе есть возможность пойти на хорошем движением вниз. Так, тут мы смотрим. Вот, кстати, если плавно начать расти, никто особо не будет лонговать. Давайте просто, просто потому, что вот такие медленные росты, как я говорил раньше, какие-то плавные росты, они вкатывались вот, относительно жестко. Так как и здесь при наличии плавного роста есть вероятность, что просто цена вкатается, и мы... Поэтому здесь особо, мне кажется, там, где я зашел в лонг, трейдеры не лонгуют. А здесь наоборот есть вероятность, что цена пойдет вниз, вот какой-то откат, и поэтому, как мне кажется, можно здесь зайти в шорт было с небольшими стопами. Поэтому, в принципе, я рад, что я стал здесь в эту сторону. Можно процентное движение примерно. Интересно, вот это вот здесь собирали стопы, казалось бы, только 0,5% движения было. Но если заходили с большими плечами, то тут могло закрыть некоторых трейдеров. Но смотрите, цена не откатилась резко. Типа, если бы был импульс вверх и цена буквально моментально вкаталась, то было бы видно, что у лонгистов, скажем так, нету особой силы, и это был бы дополнительный стимул, чтобы шортить. Что, в принципе, сейчас и происходит, но мне казалось, это было бы логичнее сделать быстро и в моменте. А возможно, кстати, вот здесь, когда цена наверху остановилась, была, скажем так, неопределенность, и люди не знали, пойдем ли мы дальше вверх, либо уже начнется падение. А вот тут пробуждается такой страх, и те, кто даже сомневались, могут сейчас заходить в шорты. Поэтому, кстати, хорошо. Главное, чтобы быстрое импульсное движение не продолжилось, и вот здесь постояло хотя бы секунд 30. Тут, как мне кажется, люди дальше продолжали бы шортить. Кстати, тут можно даже ниже закрыться, как будто бы на перехае. Ну, посмотрим сейчас. Так, буду и посматривать другие монетки, мало ли что-то сильно выстрелит, либо же упадет. Нужно держать в курсе. Так, сейчас постараюсь обновить на 5-минутке, что у нас смотрится здесь. На 5-минутке, в принципе, лонговать страшнее, я бы сказал бы, чем шортить. Так как был рост, его вкатали, и цена остановилась. Так что здесь я стою в нужную сторону, как мне кажется. На часовике это мало слишком информации. На минутке, в принципе. Вот, кстати, всегда после сильных падений была цена, откатывалась и росла. Кстати, возможно, вот это падение на истории покажется вот таким же, как, ну и все вот эти. Только когда мы видели вот эти падения, тут примерно брело тех, кто заходил в лонг. А вот этот импульс, он никого не закрыл. Тут он был слишком мал в процентном соотношении, чтобы закрыть
чтобы закрыть лонгистов, скажем так. Поэтому, как мне кажется, вот этот риск импульса был больше для того, чтобы напугать, что будет продолжение движения вниз, и добавить еще возможности тем, кого выпиливать здесь, либо же просто новых трейдеров загнать в шорты. И довольно, кстати, неплохо для истории будет, если даже вот этот импульс плюс-минус вот таким распилом пойдет вверх. Так что здесь, в принципе, как бы не закрылась сделка, в любом случае, я считаю, что я зашел в нужную сторону. Но, возможно, здесь стоп-лосс слишком большой. Можно было бы его и поменьше поставить. Так что вот так. Пока сидим, ждем. Не, все. Думал, может я поставил слишком высоко take profit. Может его поставить ниже. Но по идее вот этот take profit это 1% сколько? 1% это вот примерно вот здесь. То есть все, что выше моей цены входа, точнее все, что ниже, бреют. Сейчас я... То есть все, что вот здесь ниже моей цены точки входа, мой стоп-лосс, точнее take profit. Блин, как-то потерял мысль. Цена в это время еще растет и что-то начинает додумывать, ну ладно уже. Вот, пробей, пожалуйста, 62, это примерно круглая цифра, за которой также люди любят перемещать свои стоп-лоссы. Только не нужно здесь еще что-то рисовать. Вот я такое не люблю. Давайте просто быстрые движения. Вот так немножко шаг цены уменьшил, получается. Но пока мы особо никого не побрили. Все вот это накопление, которое было вот здесь, мы, по идее, его даже не затронули, стопы их. Или закрыться руками. Заберет? Нет. Все забрало. Отлично. Отлично. Все. Эта сделочка закрылась в профит. Тут в убыток. И еще одна была у меня. Или это у меня только две сделки было? Наверное, сейчас посмотрю. По времени сейчас 23:44. Была сделка по Bell, Kaya и Вуксель. 3 сделки было. По идее, 2 профитные и 1 убыточная. Так, начал я сегодняшний день с балансов $121. Сейчас на балансе 128,5. Ну, было 121,5. Довольно неплохой прибыльный день. Пока у меня цель дойти до 150. Там я буду переходить на новые риски. Возможно, сделаю небольшой вывод, потому что я хочу, скажем так, небольшую часть от заработанных, пусть будут это даже несколько долларов, но выводить, чтобы я их как-то чувствовал, тратить, чтобы я видел, что прибыль приносит хоть какие-то результаты, а не просто нарисованные цифры на экране. Как мне кажется, я должен их немножко ощущать. Так что так, эту торговую сессию начал, сколько там было? 125,5 плюс $3. В принципе, отличный результат. В процентном соотношении это где-то 2,5%, 2. Так что вот так, все. На этом все. Спасибо, кто смотрел. До завтра.